Друзья, всем привет! Ну что же, эра или же эпоха всеми любимой MIUI завершается. Уже завтра будет официально представлена ее замена. На смену MIUI придет HyperOS. Уже как с пару дней очень активно обсуждается данная тема от скриншотов новой оболочки до реальной рабочей прошивки, на которую обзор есть, кстати, уже на канале. Ну а в этом видео я вам расскажу пока что свои мысли о происходящем, которая по факту очень взбодрила мифанов по всему миру. Потому присаживайтесь поудобнее, заваривайте горяченький чаек, и мы с вами начинаем. Оказывается, что HyperOS начали разрабатывать еще в далеком 2014 году, но более к практическому исполнению перешли лишь в 2017. Скорее всего, как раз отсутствие чего-то глобального в последних MIUI и указывает на то, что компания делала новый продукт, который привлек максимальное их внимание. Президент компании активно кидает в свой профиль Twitter разные скриншоты, в которых заявляет, что это совершенно новый продукт, который выведет аппараты на новый уровень. В частности, будет улучшена производительность. И тут сразу можно будет взгрустнуть. Эра MIUI таки завершается, и на это также указал президент компании. Видимо, сам продукт MIUI выжил себя. И, объективно говоря, за последнее время не было ничего нового добавлено. Обновления выходили редко, да и многие проблемы не исправлялись. Потому решили они таки плюнуть и сделать HyperOS. Буквально за пару дней до появления прошивки активно очень обсуждали разные слитые скриншоты. Но как я сказал в видео перед этим, что если есть там номера имей смартфона, то скорее всего это правдивые скриншоты. И так это вышло на практике. Новая шторка, обновленные стоковые приложения, новая кастомизация, новые режимы работы батареи — это теперь реально. Но, честно говоря, до последнего не верилось, что в таком направлении пойдет компания. Ведь анализируя последние версии MIUI, даже и намеков не было, что подобное будет реализовано. Конечно же, большую часть стоковых обновлений из HyperOS можно накатить и на глобальную MIUI 14, но при этом будут определенные проблемы с работой рабочего стола, погодой и другими приложениями. Но а так, ради той же шторки и новой безопасности, я бы поставил на свой Xiaomi новые версии стоковых приложений. Теперь же хотелось бы сказать свое мнение про увиденное и протестированное. Хоть, конечно, я не владелец тех аппаратов, на которые идет оригинальный тест, но благодаря нашему разрабу прошивок XTB-UI это стало возможным и в полной мере удалось попробовать всю эту историю. Сразу хочу обозначить, что мнение будет строиться только на визуальной составляющей, ведь ту же автономку и производительность оценить сложно, ведь это порт на другое устройство, да и первая прошивка в целом. Визуал меня лично порадовал. Новые иконки приложений, более плавная анимация выхода из приложений, а также плавность перехода между приложениями. Этого не хватало MIUI. Также лично мне зашла новая шторка, ведь не нужно больше ставить кучу приложений в надежде получить рабочий плеер в шторке. И, кстати, он полностью рабочий и переключает треки. Отдельный респект разработчикам за кастомизацию экрана блокировки. Как говорится, был у них козырь в рукаве, чтобы привлечь аудиторию и чтобы они обсуждали это нововведение. Ну и обновления стоковых приложений мне также понравились. Заметки, часы, проводник, безопасность с рабочими режимами батареи и с новой фишкой — ночным режимом, который выключает неактивные процессы для продления автономности смартфона. Также еще важно понимать, это оболочка, продолжение MIUI, но уже в другом формате. Это не полноценная операционная система или вообще отдельная разработка Xiaomi. HyperOS будет совместима в будущем как с умными автомобилями от Xiaomi, так и с другой техникой, включая даже умный дом. И тут в Xiaomi поняли, что MIUI ведет не туда, что нынешние тренды совершенно другие, чем были раньше, и потому нужно принимать срочные решения. Но главное — это сделать вовремя. Я лично не питаю надежд, что эта оболочка будет максимально стабильной и производительной, ведь нет в этом мире ничего идеального. Еще что из интересного, в Xiaomi заявили, что эта оболочка будет предустановленной на новых Xiaomi 14. О других смартфонах официально еще не заявлялось, но также со слитых прошивок можно сделать вывод, что на Xiaomi 13 Ultra и на Redmi K50 Ultra проходил тест новой оболочки.
Ну а теперь, наверное, после всего этого у вас возникает главный вопрос. А как же будут дальше получать обновления смартфоны Xiaomi? По моему мнению, которое было в начале всего этого хайпа, я думал, что прошивку будут рассылать очень избирательно и осторожно. Но глядя на размах всего анонса и хайпа, я изменил точку зрения. И я думаю, что рассылка будет, как и обычно, волнами. Да, хочется, чтобы как у Apple, когда в один день все желающие могут загрузить стабильную сборку и ею уже пользоваться. Но это Xiaomi, и тут просто так не будет. На китайском рынке, понятное дело, выйдет прошивка раньше, чем на глобальном, и все новые фишки будут появляться там. Но, как я уже говорил в ходе этого видео, оно того стоит, чтобы подождать. Но это будет в Китае. Что же будет на глобальном рынке? У меня есть такое наблюдение, что если представители компании пишут в Twitter на английском какие-то посты или же кидают баннеры не на китайском, это можно ожидать и на глобальном рынке. Вот как-то в последнее время это стало работать. Потому я считаю, что и на глобальном рынке также будет ребрендинг MIUI в HyperOS. То есть в любом случае мы приходим к тому, что MIUI просто меняет свое название, лишь только получая при этом новые фишки, которые как бы могут нас заставить считать это полностью новой оболочкой. И на глобальном рынке, я думаю, на это как раз и идет ставка. Все сроки обновления аппаратами будут выдержаны, и разработчики не кинут как новые аппараты, так и выпущенные ранее на произвол судьбы. Но нам остается лишь ждать завтра, где, я думаю, дадут еще информации о предстоящей оболочке. В любом случае, анонс HyperOS — это шаг вперед. Попытка улучшить старое и привнести что-то новое. Это найдет своих поклонников. Ну и я, как старый фанат компании, буду ждать с нетерпением новую оболочку. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, или же я о чем-то забыл упомянуть, пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.